заметили. Дерево упокоено стрелами. Что здесь произошло? Это придаст мне сил.
Теперь я готова ко всему. О, привет. Все в порядке? Конечно.
наконец-то встал на ноги. Кажется, ты готова к бою. Очень предусмотрительно. Не упускай возможность Мне поторговать. не о чем рассказывать. В другой раз, да? Элой, Говорим. можем поговорить? Вернулась. Говорят, ты славно повеселилась в Фивах. Психи, лава, все как я люблю. Обязательно загляну в это место. Зато теперь у нас есть все, чтобы вернуть Гефеста. А я подготовил снаряжение. Да, пока не забыл. Держи. На память о нашем походе. Мы с тобой молодцы. Да, точно. Ты уже пообщался с Альвой? Оттащить ее от архивов сложнее, чем озерам от хорошего Эля. Она сразу же освоила новый визор. Я даже чуток завидую. Но понимаю, почему вы поладили. Выглядишь уставшим. А промолчать ты не можешь. Просто проверял, все ли у меня готово для этого похода. Не хотел бы никого подвести. Ты справишься, Эрент. Что еще ты узнал с помощью визора? Я изучал этот Вегас, который ты нашла. Гея показала нам все, что случилось, пока ты искала Посейдона. А этот Морланд умный парень. Хотя сунуться в земли Тенакт ради каких-то огоньков — это дерзко. Его парни могут за себя постоять. Обычно. Ясно.
Мне пора идти. Как только решишь отправить нас к тем котлам, Я сразу дам знать. Судя по твоей улыбке, поиски завершились успешно. Допуск Омега у меня. Все готовы к походу в котел-близнецы? Готовы по твоей команде. Альва хорошо тут устроилась? Наша подруга Квен? Хе. Стоило ей увидеть архив, как она рванула туда с прытью долгонога. Похоже на нее. Когда мы полностью восстановим Гею, ваши занятия принесут немало пользы. Семена уже посажены. Нам осталось лишь дождаться цветов. Что? Зо даже понравилось. Неплохо же. Рада, что вы с Зо нашли друг друга. Не забывай, это твоя вина. Теперь допуск Омега у меня. Надо вернуть Гефеста, и мы, наконец, сможем ударить по зенитам. Представляю себе их лица, когда на них попрет целая стая громозевов. Машины будут за нас. Наконец-то. Мне надо отдать это Гее. Конечно. Дай знать, как будем нужны. Приветствую. Здравствуй. Ты уже виделась с нашей гостьей Квен? Я еле поспевала за ней, пока она осматривала лагерь. Варл дал ей новый визор. Но когда он сказал ей, что она может изучать любые данные, она так побледнела, я уж думала, она рухнет без чувств. Мы показали ей зал архивов, чтобы она сама все посмотрела. И она все еще там сидит. Похоже на Альву. И я хотела отдать тебе это. За помощь с духами Земли. Мы в долгу перед тобой. Спасибо, Зо. Ты заслуживаешь куда большего. Да цветет земля под твоими ногами. И твоими. Без меня тут случилось что-нибудь интересное? Эрент рассказал, как вы нашли Азерам, снабжавших Регалу машинами. Вообще-то, я слышу от него эту историю минимум 2 раза в день. И он очень гордится, что ты позвала его на помощь. Без него я не сумела бы выследить мерзавцев. Как поживают остальные? Стали потише. Эрент занят сбором информации о своем новом интересе. Похоже, предтечи устраивали бои с машинами для развлечения. Назывались «Металл против мяса». Невероятные сражения стали и плоти, как говорит Эрент. Казалось бы, нам и без представлений такого хватает. Ты нашла что-нибудь интересное? Я узнала, что предтечи делали настой из листьев, как у тару. Называли его чай. Похоже, он их успокаивал. Чай и еще какие-то ароматные масла для очищения ауры. И еще какая-то пена для ванны. Я уж лучше продолжу петь для успокоения нервов. Варл такой собранный. Его заворожили данные, которые хранились у Посейдона. Недавно мы прочитали о горах глубоко под водой, извергающих огонь. Если я правильно поняла объяснение Геи, это пламя идет из самого центра планеты. Будто бьется живое сердце всего мира. Как всегда, цикл жизни есть даже в самых неожиданных местах. Но, конечно, Варла в основном заинтересовали подводные взрывы. Вы изучаете то, что Гея получила от слияния с Диметрой? Да, это потрясающе. Узнать, что семена в моем мешочке родились из семян, что Диметра хранила 1000 лет. Это дает надежду на то, что цикл жизни никогда не остановится. Что сказал Хор после исцеления духов Земли? Они были потрясены моими словами, что земли скоро излечатся. У Фейна глаза на лоб полезли. Но им пришлось признать, что это хорошие новости. Правда, теперь
Они не смогут ежедневно причитать, что близок конец всего. Если честно, разговор показался мне очень приятным. Я рада. Ты заслужила. Им повезло, что ты не сдалась и спасла их. Мне пора идти. Точно. Ты же нашла допуск Омега. Значит, скоро мы пойдем за Гефестом. Подготовлю снаряжение. Элой, в ящике есть еще припасы. Не стесняйся. Элой, Исследуешь? тут ведь столько всего. В смысле, мы знали, что машины были слугами легенд, но Гея, она потрясающая! И ты живое воплощение легенды! Клонированная, конечно, а не как этот директор. А еще к нам вернулись и другие легенды с самых далеких звезд. Правда, они хотят нас всех убить, и это нехорошо. И среди них Эрик Виссер, что совсем плохо. А еще есть Гефест и... Понятно. Может, мы сосредоточимся на чем-то одном? Ты права. Еще я должна объясниться по поводу всего, что произошло в причале. Ты, конечно, никого здесь пока не знаешь, но поверь, они хорошие. Забавно, ведь одна из них твоя, точная копия. Понимаю, что вы с ней разные личности, но вы обе, генетически Элизабет Собек, и при этом отличаетесь. Да, точно. Надеюсь, тебя никто не обижает. О, нет, конечно. Все очень доброжелательны ко мне. И все постоянно делятся друг с другом знаниями, которые дают визоры. Это так здорово! У нас искатели могут делиться данными только с разрешения блюстителей. Как все строго. Даже слишком. Да, так оно и есть. Вижу, ты пользуешься новым визором. Он невероятный! Настолько мощнее, чем те, что есть у Квен. Раньше у меня годы ушли бы на изучение базы данных вроде той, что мы нашли. А эта штука помогает задавать параметры поиска, так намного быстрее. С ней искатели познали бы новые глубины наследия. Той части наследия, которую блюстители позволяют нам изучать. Ты искала данные? Здесь их очень много. Ранее никому из искателей еще не удавалось изучать подобные архивы без надзора. А зная тебя, я подозреваю, что они таят много знаний, которые обычно объявляют запретными. Но меня прислали помочь тебе. И я должна смело смотреть в глаза любой правде. Может, так я смогу вернуть на путь истины всех Квен. Ты упомянула Эрика Виссера. Что ты о нем знаешь? О Зените, что хотел убить тебя? Квен зовут его заступником. Именно на данных, содержащих его работу, основан прорыв в наших знаниях об оружии и военной тактике. Правители применили их для завоевания новых земель. Так появилась наша империя. Поэтому он один из самых почитаемых легенд. Но ваше с ним сражение показало, что он куда более безжалостный, чем мы могли себе представить. Еще одно неверное толкование наследия. Что ж, зато теперь ты познаешь истину. Жаль, что все блюстители не могут ее познать. Бета упоминала других зенитов. Тильду, Вербену и Джерарда. Боюсь, о них мне рассказать нечего. В найденных искателями частях наследия о них не упоминается. В оранжерее, ты говорила, у вашего племени есть запретные знания. Задача искателей – находить истину в наследии. Многие обеспечивают нас в надежде, что мы найдем что-то полезное, и этим они
сумеют снискать милость Императора. Но Совет Блюстителей считает, что часть знаний вредна для процветания Империи. Например, что один из легенд устроил конец света. Поэтому Искателям дают доступ лишь к некоторым частям наследия. Все целиком только для Блюстителей. Это сделано для того, чтобы любые спорные данные не стали известны простым людям. А что будет, если нарушить правила? Я боялась даже спросить. Ты обещала объяснить, что произошло там в Фивах. Я слушаю. Да. Начну, пожалуй, с директора. Он императорских кровей, племянник императора. А потому он отправил искателей на поиски частей наследия, полезных для племени. И для него. Его интересовало все, что связано с Тедом Фаро, которого мы считаем величайшим из легенд. Тед Фаро – величайшая легенда. Звучит дико. Теперь я это понимаю. Так вот, искатели обнаружили, что Фаро проводил много времени в Сан-Франциско, как и большинство самых влиятельных легенд. Поэтому племянник убедил императора отправить экспедицию за океан, чтобы отыскать решение наших проблем. Если бы тайны великого города открылись перед нами, то мы, возможно, сумели бы укротить бури и наводнения, грозящие племени. Император приказал пустить все ресурсы на снаряжение этого похода. Построили дюжины кораблей. Отправили лучших разведчиков. Племянник императора стал директором, направляющим наследие во благо империи. Живым воплощением Теда Фаро, Возродителя. Сейчас это звучит странно, но тогда мы все надеялись лишь на него. Верили, что он спасет нас всех. Мы не подозревали, что путь сюда будет таким опасным. Ты сказала, что экспедиция оказалась намного опаснее, чем вы думали. Что произошло? Штормы разбили много наших кораблей. Солдаты гибли от голода и болезней. А на берегу ждали новые опасности. Хищные машины сразу набросились на наших разведчиков, и мы с трудом находили пропитание. Но были, конечно, и приятные моменты. Мы нашли Фивы и оранжерею. Но директор был все мрачнее, ведь его мечты о спасении племени рушились. Его все больше манили Фивы и то, что лежит за их запертыми дверями. А почетный титул директора стал для него чем-то намного большим. Ты его слышала. Вся эта чепуха про сущность Фаро и какое-то перерождение. Мы понимали, что он теряет рассудок, но он приказал казнить каждого, кто посмел в нем усомниться. Чудесный парень. Все Квен неверно трактуют очень многие части наследия. Теперь я это знаю. Но перерождение директора в корне противоречило всем принципам искателей. Поиску истины. Печально, что ты столкнулась с его безумием. Я рада, что все кончено. Для всех. Этот ваш блюститель Бохой, он будет руководить лучше? Он не станет казнить всех направо и налево, уже хорошо. Но непогрешимым его не назовешь. Не сосчитать, сколько раз он присваивал себе мои важные находки в наследии. Лучшее, что можно сказать о нем, он всегда верен себе. Никогда не упустит выгоды. Да, похоже, так и есть. Легенды. Так ваш народ зовет предтеч? Не совсем. Легенды были величайшими из предтеч. Их наследие дало нам знания об агрономии, медицине, военном деле, управлении, науке и искусствах. Директор звал Элизабет Собок помощницей. Это еще почему? Да, помощниками мы зовем всех предтеч, сделавших что-то незначительное, но полезное, или когда-либо работавших на легенд. Мы так думали о Собок, пока не узнали тебя. Ограниченный доступ к данным после 2045 года, очевидно, исказил для нас все прошлое.
Ты сказала, что приплыла сюда, чтобы помочь своей семье, своей сестре. Ее зовут Элика. Мы из обычной семьи, просто крестьяне. Родители так гордились, когда я стала искателем. Это было честью для семьи и увеличило их пайки. И только Элика умоляла меня не уходить в Академию знаний. Почему? Что там не так? Элика знала, что искателям не позволено видеться с людьми из племени, даже с семьей. Лишь только по особому разрешению, и то в сопровождении блюстителя. Это жестоко. У нас очень мало визоров, а потому мало и искателей, и Империя боится, что кто-то попытается украсть наши знания. Последний раз мне позволили увидеться с родными перед путешествием. Моя должность и положение позволили укрыть их от наводнений в столице. Но если на поляне вернется урожай, они умрут от голода, как и все остальные. Обещаю, я сделаю все, чтобы этого не случилось. Мне пора идти, но если тебе что-то нужно... Мне нужно лишь помочь тебе в твоих делах. Гея сказала, вы хотите захватить Гефеста. Это поможет все исправить? Надеюсь. Тогда я помогу всем, чем смогу. Обещаю. Элой, здравствуй. Нам объяснили задачи. Мы готовы действовать, как только ты пойдешь в Близнецы. Ты как, смог закончить сборку новой руки? Смог. И я хотел бы поговорить о ней с тобой, когда будет время. Ты пообщался с Альвой? Это Квен интересная. Совсем не как Тенакт. У нее острый ум, это очевидно. Но вряд ли она сумела бы выжить в диких краях. Поверь мне, она сильнее, чем кажется. Ну, раз ты так говоришь. Эрен сказал, мы нашли тех, кто научил бойцов Регалы управлять машинами. Он рассказал о битве. Я предложил ему сходить к красильщикам за отметиной на руку. И он согласился? Не отказался. Как идут поиски знаний? Я хотел узнать больше о мире предтеч. И? Гея сказала, ты ищешь Фара, я нашел записи. Оказалось, это он напустил на мир чуму машин. Весь мир древних рухнул из-за... ошибки. Из-за одного просчета. В такой судьбе нет ни славы, ни чести. Лишь гордыня и смертельная глупость. Примерно так и было. Хотел поговорить о новой руке? Да, пора испытать ее. И ты будешь мне нужна. Ладно. Как испытаем? Не как, а где. Встретимся там, где мы завалили исполины Регалы. У изгиба реки. Конечно, давай, правда, не понимаю, зачем. Поймешь, когда будем там. Обещаю. Тогда сообщу, как доберусь. Благодарю тебя, Элой. Мне пора идти. Тогда не буду задерживать. Я сообщу, как окажусь рядом со старым лагерем Регаллы у вала. Да поведут тебя десятые.
Этот визор смерти моей желает. Ты чуть не утопил его в пиве. Я не нарочно. Приветствую. Дрон снова подключен. Мне нравится. Элой, я знаю, что ты многое пережила в Фивах, но у нас новая проблема. Что-то случилось с носителем и бетой? Мы сможем перенести тебя в Близнецы? Носитель готов. Проблема в самом Гефесте. Он расширил свое распределение по сети котлов и увеличил мощность. Но поглощенные вспомогательные функции помогут нам, да? Верно. Однако поглощение Гефеста займет больше времени, чем мы рассчитывали ранее. Сколько? Даже с допуском Омега, по моим расчетам, процесс займет около 35 часов. И с каждым часом зенитам будет проще нас обнаружить. Два ядра. Два перехвата? А что, если слияние будут проводить два клона Элизабет Собак, оба с допуском Омега? Тогда сколько? Вдвое меньше? Гефест будет не готов к одновременной работе двух операторов, не говоря уже о синергетическом эффекте. Вычисляю. Время слияния сократится примерно до 4,5 часов. Ладно. Варл, похоже, Бета нужна нам в Близнецах. Ты сможешь ее убедить? Не знаю. Попробую. А диверсия? Генераторы готовы? Осталось последнее испытание. Я уверена, что их запуск поблизости от других котлов скроет от зенитов нашу деятельность в Близнецах. Хорошо. Надеюсь, Рен сможет запустить генератор и не взорваться. Элой, тебе лучше спуститься. С Бетой все сложно. Иду. Так. Кажется, я врубаюсь.
Элой. Я пытался, но не вышло. Не думаю, что ее можно уговорить. У нас нет выбора. Удачи. Бета, ты должна с нами пойти. Иначе нельзя. Одно задание. Самое важное. Ты нужна нам. Чего ты боишься? А вдруг... Вдруг они заберут меня? Вернут в ту клетку. Поработят. Навечно. У нас надежный план. И ты помогла его придумать. Если тебя не будет, зениты, скорее всего, нас обнаружат. Но с тобой риск сильно снижается. Мы заберем Гефеста и вернемся обратно сюда. У нас получится. Нет! Ты не знаешь наверняка! Я же говорила, что у нас нет шансов на победу! Все это зря! Бета, ты не понимаешь! Отстань от меня! Ты права. Я не понимаю. У нас одни гены, одинаковый ум, одинаковое сердце. Так почему ты боишься сделать то, что необходимо сделать? Как Элизабет. Считаешь, я об этом не думала? Не знаю, чего от Элизабет во мне не хватает. Что ты получила, а я нет? Я просмотрела все с твоего визора. Ты росла изгоем, без друзей, без детства, как и я. Так в чем разница? Что во мне не так? Бета, с тобой все в порядке. Бета, слушай, дело не в Элизабет. Разница была в нем. В Расте. Он воспитал тебя, но не давал тебе заботы и любви. В день, когда он умер и отдал тебе этот амулет, он хотел тебя бросить. Он хотел, чтобы я влилась в племя. А потом отдал жизнь за меня. Он любил меня по-своему. Вот и все. Как это было? Как будто у меня была сила, которая всегда со мной. И сейчас тоже. Я слышу его голос, когда случается беда. Когда выхода нет, ищи дальше. И думай только о победе. Ты не обязана идти с нами. Мы найдем другой выход. Я пойду. Ты права. Так у нас будет больше шансов. Мы победим. Но обещай мне одну вещь. Да, конечно. Если не выйдет, если зениты нас найдут, я не хочу снова стать их рабыней. Ты понимаешь? Да. Обещай.
Обещаю. Если у меня есть время, я изучу все, что найду о слиянии, чтобы лучше подготовиться. Я найду смелость. Клянусь. Элой, когда будешь готова, приходи ко мне. Я попрошу остальных завершить приготовление. Просто надо придумать хороший план. Забудь. Его просто не победить в стычку машин. А чего вы ждали? Это его племя придумало игру. Ну, привет. Каталу не может... Я не помешаю? Совсем нет. Я изучала чертежи генератора импульсов. Их разработали Гея и Бета. Конструкция просто потрясающая. У тебя все хорошо? Мне показалось, у вас с Бетой какое-то недопонимание. Больше нет. Нужно было кое-что обговорить. Понимая друг друга, мы приближаемся к истине. О, да. Если у тебя есть минутка, не могла бы ты кое с чем помочь мне? Ты уже пообщалась с Зо? Да, немного, но я недавно слышала, как они с Варлом пели. Они меня не заметили. Зо была такой... свободной в тот момент, как будто все ее чувства парили в той песне. И от этого она казалась счастливой. А я показалась себе такой скучной, нервной. Попроси Зо рассказать тебе об этом. О музыке Утару. Ладно. Если понадобится что-то перед походом к котлам, Тебе не о чем беспокоиться. Гея подробно объяснила весь план, со всей тщательностью, присущей могучему ИИ. А Катала даже дал мне полезный совет по части сражений. Если вдруг зениты покажутся. и что за совет? Ну, он сказал убегать. Мудро. Но так будет не всегда. Нашла что-нибудь? Кучу всего. Тут столько ценных знаний на годы изучения. Особенно меня занимает Одиссея. Мы знали, что легенды добирались до Луны. Вообще, мы даже думали, что они там поселились. Но Сириус — это же так далеко. А мы еще считали, что переплыть океан — это дальнее путешествие. Сколько одних расчетов для полета нужно. В голове не укладывается. В любом случае, Квен разбираются во всем этом намного лучше других племен. Мой народ считал звезды искорками от факела, который богиня зажгла, чтобы провести нас сквозь ночь. Наверное, странно осознавать, что легенды, которых почитает твое племя, живы. И они сейчас здесь. Да уж. Не могу унять любопытство. Так интересно, кто там еще, кроме Эрика Виссера. Может, Никита Арант? Мы зовем ее Искрой. В наследии сказано, что она дала предтечам бесконечную энергию. Или Сун Цзяо, целительница. Пишут, что именно она придумала, как продлить жизни легенд. Но любопытство утихает, когда я вспоминаю, как сильно наш образ Виссера разошелся с его реальной личностью. Может, лучше и не знать правду? Ты говорила, что тебе нужна моя помощь. Да. Когда я просматривала данные из оранжереи, я нашла упоминание об одной древней системе из Великой Дельты. Называется Левиафан. Мое племя нашло ее десятки лет назад.
Это целая сеть речных шлюзов и лабиринт подземных туннелей. В наследии сказано, что она помогала предтечам управлять паводками. Но у нас так ничего и не вышло. Она просто не работает. Но в данных из оранжереи сказано о научном центре, в котором создали Левиафана. Он в Сан-Франциско. Тоже комплекс Фару? Нет. Левиафан был проектом Айлин Сасаки. Другой легенды. Ну, так сказано в наследии. Если мы найдем нужные данные, сможем починить эту систему в Великой Дельте. Каждый год моя сестра пугается, когда начинаются дожди. Но с Левиафаном они ей будут не страшны. Поняла. А где в Сан-Франциско стоит этот центр? В том-то и дело. В данных точное место не указано. Но один из искателей изучал руины в той области. Может, он знает? Ты пойдешь со мной? У меня есть предчувствие, что центр-то я найду. Но там меня могут встретить опасные машины. Конечно. Я сообщу, как буду в причале. Спасибо, Элой. Я пойду. Поговори с Геей, чтобы больше узнать о генераторах импульсов. Да, откроется тебе истина. Как я и сказала, буду в причале, сообщу. Мы найдем твои данные. Спасибо тебе. Привет. Решила узнать, готов ли ты к вылазке. А может, об этом стоит спросить тебя? Ваша последняя беседа с Бетой звучала напряженно. Но я не осуждаю. Когда мы с Эрзой ссорились, из стен гвозди летели. Думаю, теперь все хорошо. Рад слышать. Нашел, с кем пить эль, что ты притащил? Зоя его на дух не переносит. Предлагал Альве, но она просто не знает, что такое отдых. А Варла я и близко не подпущу к пойлу после празднования победы в Меридиане. А как же Каталла? Да, этот вояка выпить не промах. Полбочонка мы с ним уговорили. И поболтали неплохо. Когда мы вернем Гефеста, придет черед боя с зенитами. Так что чтению конец. Да мне даже нравилось. Серьезно. А еще, копаясь во всех этих данных, я кое-что осознал. Те солдаты, что сражались с машинами Фара, чтобы Геи успели собрать. В этой битве нельзя было победить. Даже со всем оружием мира. Я думаю, многие из них это хорошо понимали. Но они бились. Выигрывали время, чтобы ученые могли спасти будущее. Наше будущее. И если я также помогу тебе, значит, я жил не напрасно. Спасибо, Эренд. Я рада, что ты с нами. Что-то я расчувствовался. Я пойду. Я тоже. Надо подготовиться к встрече с котлом. Элой, у вас Бета и все нормально? Кажется, у вас выдалась оживленная беседа. Нужно было о многом поговорить. Значит, она теперь идет с нами в близнецы? Идет. Надеюсь, ты готов покорить самый упрямый ИИ на свете. Мы же ради этого все и затеяли. Гефест так просто не сдастся. Гефест — это просто программа, которая потерялась. А мы сражаемся за выживание. Если нервничаешь, можно помолиться богине. Остряк. Как остальные держатся? Тревожатся, но готовы. Я слышал, Катала просил Альву помочь с генератором. А взамен показал ей пару боевых приемов. На всякий. Надеюсь, не пригодится. Я ж сказал. На всякий. Расскажешь еще о чем-нибудь перед походом? Нет, наверное. Хотя я тут кое-что решил. Что? Когда мы закончим с Геей, я хочу вернуться к Нора, передавать знания.
Думаешь, они послушают? Не сразу. Но послушают. Если кто на это и способен, то только ты. А что будет с Зо, когда ты вернешься в объятия? Надеюсь, пойдет со мной. Хотя бы на время. А потом я с ней в песню долины. Она, наверное, тоже захочет поделиться знаниями с племенем. В общем, посмотрим. Конечно. Надеюсь, импульсы из наших генераторов отвлекут внимание зенитов. Отвлекут. Должны. Вера в лучшее, да? Не, упрямство. Без него рядом с тобой просто не обойтись. Точно. Ты был прав, кстати. Про мои воспоминания о Расте. Думала, что он мечтал сделать меня Нора. Вот и не давал развиваться. Но он так много мне дал. А я просто брала. Славный был человек. И хороший отец. Я рада, что ты пойдешь со мной. Точно не сбежишь куда-нибудь одна в последний момент? Точно нет. Привет. Скоро пойдем за Гефестом. Ты помнишь план? Я уже приложила маршрут к своему котлу. Отлично. Значит, вы с Бетой поговорили? Новости расходятся быстро. Тихой беседой это было не назвать. Просто нужно было прояснить кое-что. Чтобы собрать урожай, сперва выпали сорняки. Так говорят у Тару. Кажется, тебя что-то тревожит. Мы собираемся воевать. А я обещала себе забыть о войне после красных набегов. Но чем больше данных я изучаю, чем больше голосов слышу, чем больше древних посланий читаю, тем больше понимаю, сколько жизней было отдано ради нового мира. Бороться за этот дар — это наш долг. Проиграем, значит, все было зря. Помни, что ты не одна. Ты это сказала совсем как Варл. Я об этом даже не думала. Мне пора. Когда соберешься идти в Близнецы, Я сообщу. Элой, все хорошо? Немного поругались с Бетой, но теперь уже лучше. Я не удивлен. Правда? Почему? Я встречал воина, который поздно узнал, что у него есть брат. Им было нелегко общаться. Он смог привыкнуть? Не сразу. Сперва дело дошло до жестокого поединка между ними. О, у нас до этого не дошло. Переживаешь из-за похода? Если выживу, мы победим. Если погибну, то в бою. Главное, чтобы тебе удалось добиться цели. Я постараюсь. Ты как, достаточно подготовился к бою? Я Тенакт. Я всегда готов. Пойду готовиться. Буду ждать приказа. Здравствуй, Элой. Здравствуй, Элой. Привет, Гея. Я и Бета... Наверное, ты слышала. Да. Я продолжаю удивляться сложности человеческих отношений.
Пусть неприятные обстоятельства и привели вас к ссоре, я все же рада, что вы разрешили конфликт мирно. Ну, две головы лучше одной, да? Да, это верно. Ты готова отправиться в котел-близнецы? Или хочешь обсудить что-нибудь еще? Пропавшие вспомогательные функции. Расскажешь что-нибудь о них? Артемида заново заселила Землю разнообразными животными. И Лифия должна была создать, вырастить и воспитать новое поколение людей. Задачей Аполлона было сохранение, организация и распространение архивов знаний и культурных достижений человечества. К несчастью, все данные Аполлона были уничтожены 2 февраля 2066 года по приказу Теда Фару. Тед. В итоге он все же получил по заслугам. Да. Он стал жертвой своей патологической самовлюбленности, импульсивности и нестабильности. Все 3 пропавшие функции уже завершили свою работу, либо им помешали. Они еще нужны? Внедрение их в основную систему улучшит мои вычислительные способности и ускорит работу алгоритмов в целом. К сожалению, раз они находятся в распоряжении дальнего зенита, получить их пока не представляется возможным. Чтобы забрать их, нам придется захватить базу Зенита. Но для этого нам нужен Гефест и его боевые машины. Верно. Так вот, о Бетти. Раньше я не понимала разницу между нами. Теперь да. Она ведь всю жизнь была одна. Вам обеим в жизни пришлось нелегко. Трудности у вас были очень разными, но одинаково непростыми. Для меня вы обе чудо, сотворенная Элизабет Собек. Как и ты. Ты тоже настоящее чудо. Мы должны захватить Гефеста. Пробежимся по плану? Как пожелаешь. Бета провела испытание и выявила, что Гефест не откликается на ваш допуск Альфа. Поэтому я и нашла допуск Омега. Верно. Пока тебя не было, Бета собрала устройство транспортировки и генераторы импульсов. Вы должны перенести меня в Близнецы и установить на одно из ядер котла. Второе ядро для Гефеста. С допуском Омега вы сможете его захватить. И потом ты его поглотишь? Не сразу. До слияния вы должны будете вручную очистить Гефеста от вредоносного кода. Сколько на это уйдет? Вы с Бетой разделите работу, поэтому ожидаемый срок сократился до 4,5 часов. А остальные проведут отвлекающий маневр с помощью генераторов импульсов? Верно. Каждый из них займет свою позицию у котла и запустит устройство. Волна энергии должна скрыть наши действия до завершения слияния. И тогда у нас будет все, чтобы победить Зенит. Неплохой план. А как дела у Альвы? Сразу же по прибытию Альва принялась изучать данные архива. Ее особенно заинтересовал один файл с информацией о бытовой машине, созданной для поддержания порядка в жилых помещениях. Я сообщила ей, что после получения способностей Гефеста я смогу создать для нее такую машину. Она будет рада. Когда я отправилась на поиски твоей копии, я не думала, что мы сможем так общаться. Среди друзей. Это импровизированное обучение сильно изменило их всех.
Варл предложил организовать подобное обучение для представителей местных племен, как только биосфера будет восстановлена. Да, это неплохая идея. Если преподавателем будешь ты, конечно. Что будет с этим местом в наше отсутствие? Все системы этого объекта продолжат работать. Минерва больше не будет скрывать объект, и его можно будет легко обнаружить. Но без моего присутствия он вряд ли привлечет внимание. Будем надеяться. Что ж, я нашла Фивы. Как думаешь, что бы Тед сделал, если бы сумел продлить себе жизнь? Он убедил сам себя, что должен возглавить новое человечество. Учитывая примитивность современных людей и наличие у Теда допуска Омега к системе терраформирования, скорее всего, он подчинил бы себе одно или больше племен и стал бы для них божеством. Понятно. Я рада, что этого не случилось. Кроме Гей, Прайм и Фив, был еще один подземный объект, запечатанный до прихода чумы Фаро. Элизий. Там сотрудники Нового Рассвета и их семьи хотели прожить остаток жизни. Что с ними стало? Планировалось, что Элизий сможет поддерживать жизнь 100 лет. Но, по моим данным, объект был отключен гораздо раньше. До них добралась чума Фаро? Неизвестно. Моя связь с объектом прервалась неожиданно. Гея, какой была Элизабет? Все мои воспоминания связаны с ней. Она была рядом, когда я включилась. Мы обменялись приветствиями, именами и начали работу. С тех пор мы много раз разговаривали. Мне было приятно ее общество. Она много рассказывала. Она создала меня. Воспитала. Стала другом. Да. Когда я изучала данные из твоего визора, весть о ее судьбе опечалила меня. Хорошо, что она добралась до дома. Но жаль, что она была там совсем одна. Это был ее выбор. Она пожертвовала собой. Сделала все, что могла. Спасибо. Ну что, народ, пора выдвигаться. Я всех соберу. Ладно, соединение есть. Загружаю. Бета, Элой. Я установлена в это ядро и готова подключиться к сети котлов. Я рада слышать тебя.
Эрент и остальные, запускайте генераторы. Я у котла. Эта штука моргает. Так и должно быть? Я на позиции у котла, и мой генератор тоже моргает. Значит, они работают. И мой тоже. И я на месте. И мой. Хорошо. Выход на связь, когда закончим. Отбой. Гея, поймаем зверя. Подключаюсь к сети котлов. Элизабет Собак, Альфа Прайм. Активирую доступ Омега. Элизабет Собак, Альфа Прайм. Активирую доступ Омега. Доступ подтвержден. Запускаю алгоритм сдерживания. Критическая угроза. Действие покинуть устройство. Применяю контрмеры. Блокирую его! Отключаю внешнюю связь. Работает! Ему некуда бежать! Захват неизбежен. Чрезвычайный протокол 13F. Что? Что это? Обнаружен вирус. Пытаюсь ликвидировать. Удержание. Уходит! Смотри! Объект захвачен. Активирую защитные протоколы. Приказ уничтожить. К нам направляются машины. Готовьтесь! Они здесь! Варл, останься! Защищай Бету! Понял. Береги себя! Назад! Уходи! Эй, иди сюда! Элой, мне нужна помощь! Врагов больше не осталось. Не знаю, как там Бета и Варл. Вы оба в порядке? Пока живы. Элой! Гефест не может сбежать, но, похоже, отступил вглубь комплекса. Я вытащу его обратно. А я пока починю разбитое ядро. Береги ее, Варл. Ценой жизни. Если понадобится, потом заберу. Так, посмотрим. Ох, да тут все переломано. Ладно. Перво-наперво уберем эти провода. Ладно, надо выследить Гефеста. Вытащить его из норы, в которой он затаился.
и загнать в ядро. Попасть на другую сторону. Элой, я подключилась к твоему визору. Предупреждаю, из следующего цеха идет мощный поток энергии. Спасибо, что сказала. Я почти на месте. Это какой-то сборочный цех. Гефест точно что-то задумал. Что за машину он пытается собрать? Не знаю, но хочу помешать. Эти железные транспортеры должны привести меня на склад материалов. Уверена, там и прячется Гефест. Надо найти убежище Гефеста. Похоже, здесь несколько путей. Машины перемещаются в другой цех. Элой, мне удалось подключить большую часть компонентов, но энергопроцессор разбит. Если мы не придумаем, как собрать новый, я не смогу починить ядро. Ясно, я подумаю. А можно обойти процессор? Подключить его... К узлу питания. Это может сработать. Да, может. Думаю, можно прокатиться на одном из транспортеров. Попробую проехаться по рельсам. Пройти выше щита. Ладно. Ну, как меня выгнать отсюда Гефеста? Рядом с центральной платформой должен быть узел. Перехвати его. Спасибо, Нада. Возможно, сперва надо убрать машину. Те машины куда-то спешат. Мы еще повоюем.
Чудесно. Еще машины в пути. Бета! Гефест отрезал меня от узла. Есть идеи? Попробую помочь. Ты что-то потеряла. Разобралась. Я подключилась к сетевому центру ядра и сумела отобрать у Гефеста контроль над узлом. Теперь можно его перехватить. Отлично. Спасибо. Запустить протокол структурного анализа. Устранение неизбежно. Начинаю отход в хранилище Полукс-5. Похоже, он перебрался в другой цех. Что ж, это ему не поможет. Предохранители энергопровода сняты. Отлично. Гефест покрыл пол плазмой. Надо как-то перебраться. Элой, подходят еще машины. Скажи мне, что ты уже заканчиваешь. Скоро буду. И я тут тоже едва отбиваюсь от машин. Эрен столько упускает. Элой, кажется, у меня получится обойти цепь, но мне нужно что-то для крепления модуля подачи. Крепление от корпуса машины подойдет? Точно. Или световая оплетка. И можно усилить цилиндром переработки. Для повышения проводимости. Думаю, получится, Элой. Надо как-то обойти щит. Что, засекла? Может, как-то перебраться через щит? У верхушки щита есть отверстие.
Ладно, пора выгнать отсюда Гефеста. Перехвати управление местным узлом. Поняла. Электричество. Нарушитель. Запускаю контрмеры. ZX. Нига 9. Отключить коррекционное оборудование. Ох, да сколько ж можно? Ох, это нехорошо. Попробую вернуть тебе доступ. Расширить дополнительную матрицу Дельта. Запустить принятие Альфа. Она меня заметила. Производственный цикл X-7.
покончено. И... готово. Доступ к узлу есть. Можешь перехватить его. Молодец. Готовить. Это ты молодец. Модули. Устранение неизбежно. Сборочный цех 1. Отлично. У Гефеста кончаются укрытия. Элой? Я только что засекла мощный выброс энергии в сборочном цехе. Там что-то происходит. Тут тоже. Все светится. Машина, которую собирал Гефест. Похоже, он ее закончил. И она очень мощная. Я почти закончила починку ядра. Может, нам прийти к тебе? Я бы могла отвлечь машину? Нет, Бета. Оставайтесь там, хорошо? Я возьму машину на себя. Ладно. Будь осторожна. Котел Ау проникла в котел Ю. Забрала котел Йода. Забрала котел Чи. Ты разрушала меня. Больше этого не будет. Давай. Сначала просканирую. Эти штуки на ногах светятся. Наверное, идет заряд. Она вот-вот взорвется! Вот и все. Ты справилась! Перехвати управление еще одним узлом. Ладно, ждите. Отправляю Гефеста к вам. Хватит прятаться, Гефест! Устранение неизбежно. Отступаем в ядро комплекса. Есть! Гефест вернулся в ядро! Не выпускай его! Я возвращаюсь. И мы сможем начать слияние. Благодаря тебе, Бета. Хорошо, что ты с нами. И тебе, Варл. Мы бы не смогли ничего сделать без тебя. И без тебя, Элой.
Я обошла цепь. Ядро стабильно. Гефест захвачен на 100%. Тогда скорее начнем слияние. Все готово. Гея, установи соединение. Готово. Для завершения надо удалить вредоносный код из Гефеста. Аккуратно. Ну, привет, лишний экземпляр. Нам пришлось за тобой погоняться. Эрик, хватай Бету. И по пути раздави эту букашку. Прячься за мной. Ну же, хватит возиться. Теперь повеселимся, да? Наконец-то. Тильда, готовь Гею и Гефеста к транспортировке. Тильда! Не могу. Тише. Еще не все потеряно. Тильда! Ты что вытворяешь? Я ее не вижу! Бета! Варл. Где я? Проснулась? Тебе досталось, когда Джерард попал по тебе. Наверное, тебе все еще очень больно. Здесь мы в полной безопасности. Другие нас тут не найдут. В смысле, другие зениты? А ты Тильда. Я не знала, говорила ли Бета обо мне. Она жива? Жива. И пусть она не там, где ей хочется, пока ей ничего не грозит. Нам нужно придумать, как ее вернуть, но сперва ты должна прийти в себя.
Как будешь готова, спустись по лестнице и зайди ко мне. А я пока приготовлю завтрак. Завтрак. Ладно. Чем было нести меня сюда? Что это? Несколько экспонатов из моей коллекции. Я сохранила их здесь, когда улетала с планеты. Рассмотри, если нравится. Интересно, что ты скажешь. Мой друг погиб. Бету и Гею забрали. А ты показываешь мне картины? Не стоит отвергать успокоение, которое таит в себе искусство. И опыт, который оно дает. Так быстро, У меня есть много более важных дел. как и у меня. Нам нужно спасти очень многое. Ты здесь. Тебе лучше? Как вы нашли нас в котле? И что ты сделала перед тем, как я отрубилась? Сразу к делу, да? Что ж, скажем, мы очень пристально следили за Гефестом. Мы знали, что вы за ним придете. Ваша хитрость не сработала. Но мой маленький трюк — это была перегрузка органов чувств и мощный энергетический выброс. Джерард и Эрик быстро пришли в себя, их защитили барьеры, а ты потеряла сознание, и я тебя вытащила. Может, легкий завтрак поставит тебя на ноги? Это был твой дом. Ты воссоздала его для Беты в вашем виртуальном мире. А ты проницательна. Прошу сюда. После всего, что сделали твои друзья, думаешь, я буду сидеть тут и болтать с тобой? Они мне не друзья. Никогда ими не были, а теперь и подавно. Ты летала с ними в космос и жила с ними 1000 лет, пока не вернулась. Почему ты внезапно их предала? Все просто. Вот. Мой визор. Ты починила его. А значит, ты видела невероятные вещи. Чего ты добилась за пару десятков лет? Я прожила уже 1000, а добилась куда меньшего. Прости, что влезла в твои дела, но мне пришлось, чтобы понять, открыть глаза. Я правда вижу в тебе Элизабет.
Ее решимость, ответственность. И ее честность. Я смотрела и стыдилась за тех, с кем связалась. И я поняла, что должна помочь тебе. Но я хочу остановить твоих друзей. И я хочу. Прошу, сядь. Вот. Так-то лучше. Что ж, мы должны вернуть Бету и Гею любой ценой. Думаю, ты уже знаешь, что Джерард планирует перезагрузить биосферу Земли и заново создать мир, который будет подходить только для нас, бессмертных. Этот процесс убьет все живое на планете. Он зовет это очисткой. Я остановлю его. Мы остановим. И как только он и остальные исчезнут, мы воплотим мечту Элизабет в жизнь. Уверена, Бета рассказала, что на корабле есть копия базы данных Аполлона. Полное собрание знаний человечества. С Геей и этой базой мы осуществим желание Элизабет. Вылечить биосферу, обучить людей всего мира, помочь им. Создать мир ее мечты. Давай не будем торопиться. Твои друзья кажутся мне неуязвимыми. Прошу тебя, перестань звать их моими друзьями. И они уязвимы. На самом деле твой друг придумал, как их победить. Сайленс. Да, он такой трудяга. Создал армию, способную сокрушить всю драгоценную базу Джерарда. Да, мятежники Регала. Сейчас они готовятся к штурму столицы Тенакт. Победив, Регала получит в распоряжение все племя. Сотни воинов и машин нападут на базу. Ее, конечно, обманули. Они все там сгинут. Но пробьют оборону Джерарда, чтобы дать Сайленсу убить его. И всех остальных. С помощью своего нового оружия. Да, он придумал, как обходить наши щиты. Настоящий умница, учел все и вся. Кроме нас с тобой. Пока его армия будет в лоб штурмовать крепость Джерарда, мы с тобой проникнем в нее с тыла. Лишь мне известен этот вход. И пока Сайленс и мои друзья будут сражаться друг с другом, мы вернем Бету и Гею. Я говорила, что помогу тебе. Это правда. Мой старый визор. Как ты его нашла и починила? Когда мы увидели тебя на полигоне Аида, Джерард счел тебя помехой, но я нет. Я увидела спасение. А после твоего побега, кстати, изящного, Джерард и Эрик решили, что ты погибла, а я не поверила. Пока остальные были заняты, я вернулась в лабораторию и обыскала там все. Тогда я и нашла это сокровище. Починить было нелегко, но усилия окупились. Я увидела всю твою жизнь. Ты словно яркие краски на потертом холсте. Как лис, даже лучше. Ты показывала остальным? Конечно, нет. Ты вдохновила меня на отказ от старых принципов. Стоит упомянуть, что если бы я не нашла его и не увидела все это, я бы не стала спасать тебя в котле. Ты бы погибла. Поблагодарить тебя? Если хочешь. Ты знаешь обо мне все. А кто ты? Что ты хочешь узнать? Ну, начни с жизни на земле. Когда мне было 8, террористы затопили город. Тысячи утонули, мои родители тоже.
А я выжила в числе немногих. Опекун отправил меня в школу-интернат. Одноклассники не приняли меня. Я стала сиротой и изгоем. Итог событий, на которые я и повлиять не могла. Значит, мы похожи, да? Правда. И ты была изгоем. Но это не помешало тебе добиться желаемого. Как и мне. Я сумела преодолеть невзгоды и заработала состояние своим умом. Сперва был технический анализ картин и выявление подделок. Весьма прибыльное дело в те дни. Но потом выяснилось, что мои программы еще лучше подходят для контрразведки. Следующим шагом стал сбор и продажа чрезвычайно ценной информации. Ты стала шпионом? Точнее сказать, платным агентом по сбору данных. Разумеется, я всегда работала анонимно, чтобы защитить себя. Но дальнему «Зениту» все-таки удалось меня разыскать. Что случилось, когда «Зенит» пришел к тебе? Они нарисовали картину прекрасного будущего, где не надо бояться болезней и смерти, где мы путешествуем между звездами и процветаем. Лишь потом я осознала, что они собирались взять в это будущее лишь богатых и влиятельных. Но когда я это поняла, назад пути уже не было. Машины Фаро пожирали планету. Я приняла приглашение дальнего «Зенита» и взошла на Одиссею. Я звала с собой Лис, но у нее были более благородные планы. И ты не знала, что «Зенит» и чудовище, пока не стало уже поздно? О некоторых я знала, конечно. Но пока мы не покинули планету, я не осознавала масштабов их жадности. Я была рада просто остаться в живых, а вот остальные были одержимы неким подобием вечного блаженства. Построили колонию, где машины исполняли все их желания, воспоминания и фантазии. Легко оживали в виртуальной реальности, вечно. Это была не жизнь, а отупляющий, бесконечный сон. Шли десятилетия, и я уставала от этого. Я вновь была одна, но в этот раз могла вечно размышлять об ошибках. И лишь теперь с тобой я обрела второй шанс в жизни. Шанс на что? Помочь тебе, конечно. И воплотить мечту Лис, так похожую на изначальный план дальнего «Зенита». Создать лучшее будущее. Так Бетти пока ничего не грозит? Что «Зениты» делают с ней? Она следит за слиянием Гефеста и Геи. Это большой и долгий труд, как ты уже знаешь. Они могут быть с ней жесткими, но ее жизнь в безопасности. Она их единственный шанс. Ну да, вы всегда видели в ней лишь инструмент. Идея Джерарда, не моя. Они с подозрением смотрели на то, как я проявляю к ней доброту в любой форме. Поэтому я создала виртуальный мир. Место, где мы могли свободно общаться. Об этом мире, вашем с Бетой, никто из «Зенитов» так и не узнал? Джерард считает себя самым умным из нас. Ни разу за 1000 лет он не допустил мысли, что его могут перехитрить. В виртуальном мире мы с Бетой могли общаться, не вызывая их подозрений. Там мы были самими собой. Но ты прекратила общение. Да. Хотя это было больно. Я очень беспокоилась, что наши встречи навредят ей. Она чувствовала себя брошенной. Я боялась, что другие накажут ее. Я не могла больше быть ей подругой, но я знала, что она в безопасности.
Пусть это звучит жестоко, но поверь мне, я всегда заботилась о ее благополучии. Почему ваш мир был похож на твой дом? Я сделала этот дом надежным убежищем, укрытием. И для меня, и для шедевров, хранящихся в нем. Это уникальные культурные ценности. Одни из величайших достижений нашей цивилизации. Ты хотела, чтобы Бета их увидела? Да. Ее с детства обучали лишь точным наукам. Я думала, что картины Вермеера и Рембрандта внесут в ее жизнь новые краски. Что она получит знания не менее ценные, чем вся вбитая в ее мозги наука. Жаль, что общение прекратилось. Но я рада, что поделилась с ней тем домом. Этот приют был ей нужнее, чем мне. Бета сказала, что ваша колония уничтожена. И вы вернулись на Землю, потому что больше некуда. Это так. Когда мы прибыли на место, на планету в системе Сириуса, мы десятки лет строили новый дом. Земные ограничения, страх смерти исчезли. Подумать только, что мы могли создать там. Это могла быть утопия. Вместо этого мы погрязли в застое, в погоне за благами и виртуальным удовольствием. И очнуться мы смогли лишь после катастрофы. Что случилось? Опасная сейсмическая активность. Мы знали, что ядро нестабильно, но недооценили проблему. Мы опомнились, когда катастрофа была уже неминуема. Лишь немногие успели улететь. Мы взяли курс на Землю. Наш последний безопасный приют. В котором вы решили уничтожить все живое. Это Джерард. Не я. Он считал, что лучше начать все с чистого листа, а не исправлять. Без первобытных племен, без боевых машин. Лишь свежий холст, ждущий кисти художника. Но мы его остановим. Нам лишь нужно пробраться на базу. Как именно ты хочешь попасть на базу Зенита? Сделаем так, как я поступала еще в детстве. Используем запасной выход. Через проход на стыке постройки Джерарда и древнего фундамента. Только я могу там пройти. Когда Сайленс приведет армию на штурм, мы пройдем через него, практически миновав бой. Все будут слишком заняты, а мы спасем Бету и Гею. Попав на базу, где нам искать Бету и Гею? Здесь, в центре управления. К тому времени Гея уже объединится со всеми вспомогательными функциями, включая Гефест. А копия Аполлона с вашего корабля? Заберем ее, когда с остальным будет покончено. Тогда у нас будет все, чтобы сделать мир таким, каким он должен быть. Как ты узнала план Сайленса? Не он один умеет запускать трояны. Взломала его визор? Нет, он слишком осторожен. А вот его подчиненные не очень. Он раздал визоры своим воинам, называет их «сыны Прометея». Они помогают Регалле. Из их визоров я узнала о том, что он успел сделать. Он обучил людей перехвату машин, вооружил повстанцев Тенакт и сговорился с Регаллой напасть на базу Джерарда. Но как он придумал оружие, способное пробить ваши щиты? Это единственное, что мне не удалось узнать, но он и правда это сделал, его оружие сработает. С ним и с армией Тенакт ему кажется, что победа близка. Даже жаль его разочаровывать. Регалла желает лишь убить Хикару и начать войну с Карха. Зачем ей штурм крепости Зенитов?
Цена, которую она должна заплатить. Без умения перехватывать машины, ее мятеж просто захлебнулся бы. Значит, у нее сделка с сынами Прометея. Машины, чтобы одолеть Хикаро? В обмен на штурм базы «Зенита». Гордыня мешает ей понять, что она не переживет эту битву. И она даже не знает, кому подчиняются сыны Прометея. Но при всей своей хитрости Сайленс тебя недооценивает. Именно это позволит нам увести Бету и Гею прямо у него из-под носа. Пока сотни Тенакт будут гибнуть при штурме. Ты знала Элизабет? Какой она была? Лис была. Ты обладаешь всеми ее чертами. И не только. Ты находчива, решительна. Ты человек совести. Ты смогла впитать ее лучшие качества и сделать их своими. Я спрашиваю не про себя. Расскажи про Элизабет. Какой она была? Если честно, на самом деле, я не знаю. Все время, что мы знали друг друга, она всегда была отчасти закрытой. Так было с самого знакомства. Когда вы только встретились, она была какой? Сдержанной, замкнутой? Да нет, не сказала бы. В Париже на конференции по машинному обучению, горячей тогда теме, власти как раз начали запрещать искусственный интеллект. Лиз там выступала с докладом. Она уже прославилась своей работой по автоматическому оздоровлению среды. Но в докладе она начала описывать следующий шаг. И систему, управляемую не программой и алгоритмами, а собственными выводами, которые были сделаны из задачи. Забота о жизни, а не выполнение приказов. Просто с ума сойти. Я была потрясена. И уже давно хотела с ней познакомиться. Я наблюдала за ней после речи. Она говорила так увлеченно, проникновенно. А потом закрылась. Я чувствовала, что ей некомфортно в кругу почитателей. Как будто то выступление тяжело ей далось. Я не хотела навязываться, поэтому решила немного выждать. Как ты все же сумела познакомиться с Элизабет? Я выбрала момент. Следующим утром она вернулась на конференцию. Только что выпила кофе. Была свежей, бодрой, как будто готовилась к грядущему сражению с коллегами. Я предложила прогуляться. Задала вопрос о ее речи, который казался мне умным. Ее ответ показал, что умным он не был. Но она была дружелюбной. Как будто мы с ней были давно знакомы. И только в середине нашего разговора я поняла, что она знает, кто я такая. Я была в легком шоке. Я же торговала чужими секретами и делала все, чтобы сохранить анонимность. Такова Лиз. Всегда на шаг впереди. Та прогулка предопределила все наше общение. Она всегда знала меня лучше, чем я ее. Кажется, я понимаю. Сначала Варну, теперь Хикаро и Тенакт. Твой план истребит целое племя. Должен быть другой путь. Ситуация у нас попросту отчаянная. И, уверяю, другого пути нет. Вспомни новый рассвет. Жертву Элизабет. Иногда многие должны погибнуть ради жизни мира.
Если выхода нет, ищи дальше. Стой. Ваш виртуальный мир. Он все еще существует? Открой мне его, и я поговорю с Бетой. Невозможно, нас могут засечь. Риск окупится. Другой путь есть, и Тенакт смогут выжить. Но мы нет. Если нас... Хочешь помочь? Открой! Что они с ней делают? Она в виртуальной реальности. Для ручного слияния Геи с Гефестом нужно часами решать мелкие утомительные задачи. Чтобы подстегнуть, ее погружают в симуляцию, усиливающую одиночество и отчаяние. Бета, слышишь меня? Ты жива? Они следят за мной. Я не смогу долго держать эту проекцию. Ты должна была меня убить. Нет. Послушай. Я приду за тобой. Обещаю, да. Но тебе придется еще потерпеть и поработать над слиянием. Думаю, у нас получится. Я свяжусь с тобой позже. Продержишься? Если я знаю, что ты спасешь меня, я выдержу что угодно. Что ж, я выполнила просьбу. Может, расскажешь мне свой новый план? Я хочу распустить армию Сайленса. Они мне не нужны. Только оружие, пробивающее ваши щиты. И как ты предлагаешь это сделать? Вежливо попросишь? Без Регала и ее мятежников у него не будет выбора. Только мы ему поможем. Поможем в чем? Что ты ей сказала? Это наш с сестрой секрет. Мы поможем Сайленсу напасть на ту базу. Остальное потом. А сейчас я должна кое-что сделать. Да? И что же? Похоронить друга. Потом использую блокиратор, который дала мне Бета. И положу конец мятежу Регала. С воздуха. Стой. Раз уж ты твердо решила делать все по-своему, я знаю, что поможет тебе разобраться с армией мятежных Тенакт. В древнем Титане Горе хранятся электромагнитные ячейки, входившие в его арсенал. Сбрось такую на армию Регаллы. Устроим сюрприз. Иди, делай, что должна. Встретимся в твоем лагере, если сможешь уговорить Сайленса. Не если. Когда? Эрент, ты там? Элой! Элой, это правда ты? Да, это я. Где все остальные? Мы все вернулись в лагерь. Что случилось? Это проще рассказать при встрече. Я вернусь к вам, как смогу. Ладно, будем ждать тебя. Приятно слышать твой голос, Элой.